понедельник утром в доме семьи Громовых стояла особенная атмосфера. Атмосфера гордости, радости и легкого волнения. Солнечные лучи мягко пробивались сквозь занавески в просторной кухне, где собралась вся семья. За столом сидели Ярослав, его жена Инна, их младшая дочь Лиза и, конечно же, виновник торжества, старший сын Артем. Этот день был не просто особенным, он был долгожданным. Артем собирался на свой первый день учебы в медицинском университете, куда поступил на факультет реабилитологии, направлении, о котором мечтал с детства. Его вдохновляла идея помогать людям восстанавливаться после травм, возвращать им движение, силу, надежду. «Не могу поверить, что это действительно происходит», — сказал Артем, застегивая рюкзак. «Я помню, как сидел в школьной столовой и фантазировал, каким будет мой первый день в университете. И вот он». Отец улыбнулся, глядя на сына с теплом и гордостью. «Как будто вчера ты держал меня за руку на линейке в 1 классе, а сегодня взрослый мужчина с серьезной целью». В комнату вошла Инна с тарелкой блинов, аккуратно поставила их на стол и ласково взглянула на сына. «Мы с папой гордимся тобой, Артем. Ты прошел через столько, чтобы добиться этого. Теперь впереди только лучшее. Спасибо вам, мама, папа. Вы всегда были рядом. Без вас я бы не справился», — искренне поблагодарил Артем, едва сдерживая слезы. Лиза, которой было 13 лет, сидела рядом, слегка нахмурившись от осознания, что старший брат уходит в новую взрослую жизнь. «Ты теперь почти как доктор. А меня потом тоже будешь лечить?» «Конечно, Лизка. Ты у меня будешь главной пациенткой». Улыбнулся он и подмигнул. После душевного завтрака Инна передала сыну контейнер. «Здесь твои любимые сорняки и ягоды. Пусть день начнется сладко». Ярослав обнял сына крепко и сказал: «Гордись тем, что ты делаешь. Учи, стремись, общайся. Это время пролетит быстро. Не упусти его». Артем кивнул и, улыбаясь, вышел из дома. Он сел в машину, на заднем стекле которой красовалась наклейка «Я люблю реабилитологию». Он сам ее приклеил после зачисления. Это была маленькая, но важная гордость. Отец, отвезя Лизу в школу, направился на свою работу, в редакцию телеканала «Вести Новгорода». Несмотря на возраст и десятки репортажей, он по-прежнему горел работой, как в первые годы. В тот день предстояло важное интервью с губернатором области Алексеем Ковалевым. Тема — амбициозные дорожные и транспортные проекты. Все в редакции были в напряжении. «Ярослав, ты у нас, главный по тяжеловесам», — с улыбкой сказала Ольга, редактор канала. «Интервью будет не из легких. Губернатор — не сахар. Готов, как всегда», — ответил он сдержанно. Интервью прошло идеально. Ярослав задал жесткие, но честные вопросы. Он чувствовал, как уверенность растет с каждым словом. Коллеги хлопали его по плечу. Это был один из лучших его эфиров. Но радость длилась недолго. Когда день уже клонился к вечеру, и Ярослав собирал сумку, в редакции раздался звонок. Главный редактор снял трубку, побледнел, посмотрел на Ярослава. «Крупная авария. Ленинградский проспект. Несколько машин. Люди зажаты. Ты поедешь. Срочно. Принято. Выезжаю», — сказал он, даже не подозревая, как изменится его жизнь через считанные минуты. Он выехал с оператором и звукооператором. По пути вспоминал все стандарты экстренной съемки. Но внутри нарастало странное беспокойство. Когда они прибыли, картина была шокирующей. Смятые автомобили, дым, крики, растерянные люди. Он начал эфир. «Мы находимся на Ленинградском проспекте, где буквально 20 минут назад произошло масштабное ДТП. По предварительным данным, участвуют 5 автомобилей, есть пострадавшие». Он двигался медленно вдоль места происшествия.
И тут взгляд упал на знакомую наклейку «Я люблю реабилитологию». Он похолодел, рванулся к машине. Его руки дрожали. «Этого не может быть, Артем!» — прошептал он и побелел. Он заглянул внутрь и увидел своего сына, зажатого металлом, окровавленного, без сознания. «Нет! Артем!» — закричал он так, что сердце разрывалось. Камера все снимала. Вся страна наблюдала в прямом эфире за тем, как репортер на глазах узнал в пострадавшем собственного ребенка. Оператор убрал камеру в сторону. Коллеги Ярослава пытались его оттащить. «Я должен быть рядом. Это мой сын. Он дышит, вы понимаете», — кричал он, борясь с ними. «Спасатели в пути. Мы можем навредить, если вытащим его неаккуратно», — пытался объяснить оператор. Минуты казались вечностью. Наконец прибыли пожарные, медики. Все вокруг гудело сиренами. Ярослав помогал держать голову Артема, чтобы не повредить позвоночник. Он уже не был журналистом. Он был отцом. «Держим! Осторожно! С этой балкой рядом печень!» — скомандовал один из спасателей. Через 1,5 часа после ювелирной работы спасатели Артема извлекли. Он был без сознания, покрыт кровью. Его срочно увезли в больницу. Инна и Лиза прибежали на место. Все трое обнялись, плача. Все происходящее снимали другие телеканалы. Сотни тысяч людей наблюдали за трагедией в прямом эфире. В больнице началась сложная операция. 4 часа ожидания. Слезы, бессилие. Наконец врач вышел. Повреждения серьезные. Но, к счастью, ни один жизненно важный орган не задет. Он выживет. Но понадобится длительная реабилитация. Это настоящее чудо. Семья плакала от счастья, а вся страна облегченно вздохнула. Прошло 7 месяцев с того страшного дня, когда время словно остановилось для семьи Громовых. С тех пор многое изменилось. Не только в их жизни, но и в сердцах тысяч людей по всей стране. Артем, вопреки всем страхам, оправился. Путь к восстановлению был долгим и нелегким. Множественные переломы, операции, бессонные ночи в больничной палате, месяцы в реабилитационном центре. Он учился ходить заново, терпел боль, раз за разом проходил через утомительные процедуры, но ни разу не пожаловался. Его глаза по-прежнему светились мечтой — стать тем, кто будет помогать другим восстанавливаться. Он знал, каково это — лежать между жизнью и смертью, и это сделало его еще более решительным. История Ярослава Громова облетела всю страну. Он стал примером настоящего репортера и отца. Его пригласили на центральное телевидение вести вечерние новости. В каждом выпуске он старался не только информировать, но и вдохновлять. Он знал, что даже в самые темные моменты можно найти свет, если рядом есть любовь и вера. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.